Всем привет, товарищи. Сегодня без песни. Не пугайтесь, это все еще тот же канал. Просто сегодня у нас немного другой выпуск. Добро пожаловать в Совушка.ру, комнату совушки. Вообще-то этот Q&A я изначально придумала как специальный выпуск в честь 20 тысяч товарищей на канале. Я хотела сесть и ответить на все ваши вопросы сразу, а потом посмотрела, сколько их набралось. Нет. За один выпуск мы это точно не закончим. Так что теперь по субботам иногда будет выходить такой специальный выпуск Совушка.ру. Здесь я буду понемногу отвечать на ваши вопросы, рассказывать о том, что происходило за неделю, делиться мыслями о музыке и видео и иногда просто болтать с вами. Так что тот самый Q&A к 20 тысячам никуда не пропал. Он просто немного вырос. И теперь у него появилась своя комната. Для начала немного о прошлой неделе. Я сделала довольно много музыки по Genshin Impact. Я очень люблю эту игру, но есть одна проблема. Когда вышел Сумеру, я в какой-то момент перестала играть. Так что сейчас быстро догоняю сюжет и только добралась до Фонтейна. Музыка в Genshin мне все еще очень нравится, поэтому я, скорее всего, сделаю еще несколько аранжировок. А еще недавно у нас в городе снова показывали «Унесенных призраками». Я пересмотрела фильм и снова начала думать о музыке Хисаиси. И теперь мне, конечно, захотелось попробовать что-нибудь из Гибли. Так что мне интересно, что сейчас больше нравится вам. Геншин, Гибли, аниме, игры или что-то совсем другое? Напишите мне. Если какая-то идея сразу зацепит и меня, я буду очень рада. А теперь вопросы. Первый задали сразу несколько человек. Стас, КГБшников, Краисман, Супер Псичу и анонимный товарищ. Вы спрашивали, откуда я, сколько мне лет, какой у меня родной язык и кто вообще стоит за Савией. Совия — это Совия. А человека по ту сторону экрана я все-таки немного оставлю по ту сторону экрана. Не потому что это государственная тайна. Просто мне нравится, когда у человека остается личное пространство. Это был официальный ответ. Но, подозреваю, вас все-таки больше интересует моя версия в вашем мире, Руна. Вообще-то я хотела оставить это в секрете, но потом совершенно случайно засветила слишком много личных данных. Операция по сохранению тайны прошла успешно, так что да, Германия уже давно не секрет, а возраст. Скажем так, Руна все еще учится. Этого пока достаточно. Что касается языков, Руна говорит по-английски и по-немецки. Японский тоже немного знает, большую часть, правда, выучила по аниме. Корейского знает совсем чуть-чуть, в основном благодаря кей-поп, а в последнее время понемногу учит русский. И да, Руна не говорит по-русски, пока что. Савия говорит, Руна учится. Все немного сложнее, чем кажется. Следующий вопрос от Эрика Уджи, он же Ник Теплолой. Про языки я уже немного рассказала. Так что теперь про аниме, металл и видеоигры. Люблю ли я все это? Короткий ответ. Да, да и да. С музыкой у меня вообще полный беспорядок. Сегодня это может быть советская эстрада, потом аниме, потом металл, потом музыка из игры. Наверное, именно поэтому этот канал и существует. Кстати, отец Руна обожает AC/DC, так что хард-рок она слышала дома буквально с детства. Видимо, что-то все-таки передалось. А про аниме, думаю, по каналу и так все понятно. Следующее сообщение от Талаи. Как твой день, товарищ? Ты вообще в порядке? Спасибо. Это даже не совсем вопрос. Скорее, человек просто заглянул проверить, жива ли совушка. Докладываю, жива, иногда уставшая. Иногда слишком долго сижу над какой-нибудь одной мелочью. Но в целом все хорошо. И да, я читаю такие сообщения тоже, даже если там вообще нет вопроса.
И последний вопрос на сегодня от Слаплавания. Одна песня, один фильм, одна игра и одна книга. Сразу договоримся. Это не лучшее на свете. Просто мой выбор сегодня. Песня Tight Drop is the greatest show. Мне очень нравится ее настроение и это ощущение хрупкого равновесия. Фильм «Унесенные призраками». После этой недели выбор, наверное, довольно предсказуемый. Игра Story of Seasons, Friends of Manor Town. Иногда мне просто хочется выращивать Гретту и никуда не спасать мир. А книга «Маленький принц». Маленькая книга, которой почему-то хочется возвращаться и взрослым. Ну вот и все на сегодня. Это был первый Солушка Рум. Надеюсь, вам понравится такой формат. Спасибо всем, кто присылал вопросы. И спасибо, что заглянули в комнату Солушки. А в следующий раз поговорим о том, почему здесь вообще так много советского. Увидимся в следующую субботу. Пока, товарищи!